Атака на главу Пентагона. Выпущено около 10 ракет. Провокация международного масштаба. Досрочные выборы. Президент принял решение. Говорит, он готов пойти на уступки и выполнить требования людей. Резкий поворот в политике страны. Россия горит. Все больше регионов пылает один за другим. Удары дронов превращают важные заводы в огненные факелы. Бензина больше не будет. Депортации из Германии. Это может затронуть сотни тысяч беженцев. Канцлер говорит, на выход. Убежище больше не требуется. Начинается большой пересмотр. Армия Лукашенко попыталась напугать соседей, но что-то пошло не так. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В эту ночь над государством-агрессором снова гремела серия мощных взрывов, потрясла Нижегородскую область. В Кстово в результате атаки дронов загорелась промзона, где находится один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов «Лукойл», Нижний город «Нефтеоргсинтез». Местные жители также сообщили о пожаре. Завод мощностью 17 миллионов тонн в год входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, обеспечивает в том числе Московский регион. В той же промзоне, на которую обрушились БПЛА, расположен и нефтехимический завод «Сибур-Кстово», на котором производят этилен, пропилен, бензол и компоненты для взрывчатки. Аэропорт Нижнего Новгорода временно останавливал работу. Но это был только первый акт. Позже похожие звуки разорвали ночь в Башкортостане. В Стерлитамаке загорелся нефтехимический завод. Проект «Экселенова Плюс» сообщил о серии взрывов, а вскоре в сети появились кадры огня и дыма над промзоной. Местные власти сперва все отрицали, мол, просто произошел взрыв в цехе водоочистки, из-за которого здание частично обрушилось, но все под контролем. Потом чиновникам пришлось скорректировать версию. Слишком уж много свидетелей и слишком наглядные последствия. Глава Башкортостана Радий Хабиров все же признал атаку дронов. Правда, по старой традиции уверял, что оба беспилотника сбиты, а предприятие работает в штатном режиме. Как именно выглядит этот штатный режим, можно увидеть на фото и видео очевидцев. Гремело и в ряде иных регионов страны-агрессора. В Рыльске Курской области в результате удара беспилотников по подстанции отключилось энергоснабжение. Без света остались более 16 тысяч человек. В Волгоградской области в результате дроновой атаки возник пожар на электрической подстанции Фроловская. ВСУ продолжают бомбить не только нефтянку агрессора, но и добивать остатки Черноморского флота. В Севастополе горел очередной русский военный корабль. Пожар был замечен накануне, но идентифицировать судно смогли не сразу из-за маскировочной сетки, которой была прикрыта надстройка. Как написал канал «Крымский ветер», горел малый противолодочный корабль проекта 1124М «Альбатрос», а сетка не спасла. Это одно из 4 судов позднего советского периода выпуска: Муромец, Суздалец, Касимов или Ейск. 2 таких корыта россияне уже спрятали в Новороссийске еще в 2024-м, 2 оставались в Севастополе. Похоже, теперь -1 боеспособный корпус. Успехи у украинских защитников не только на море, но и в воздухе. В Донецкой области дроноводы ВСУ впервые уничтожили новейший российский разведывательный дрон «Князь Вещий Олег». Видео атаки опубликовала 63-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Военные подчеркивают, это первый подтвержденный эпизод ликвидации такой техники за всю войну. Российская пропаганда расхваливала «Князя» как новое подспорье для разведки. Что именно умел этот аппарат, пока неизвестно. Данных о его возможностях и характеристиках мало. Теперь у Москвы на одну такую птичку меньше. А вот на земле ситуация сложная. К операции в Покровске подключился ГУР. Спецназовцы украинской разведки и спецподразделения Тимура провели дерзкую высадку десанта. После того, как они закрепились на ключевых рубежах, к ним пробили наземный коридор, который обеспечил проход дополнительных сил. Главное управление разведки поделилось уникальными кадрами, из которых следует, что его глава Кирилл Буданов находится на месте и лично руководит операцией. Другие детали не раскрываются в целях безопасности личного состава.
Провокация международного масштаба. Северная Корея снова дергает за усы Соединенные Штаты. Пока министры обороны США и Южной Кореи Пит Хексет и Ан Гюбак посещали демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, КНДР выпустила около 10 ракет. Как сообщает агентство Йонхап со ссылкой на южнокорейское военное командование, залп из реактивной системы огня прогремел менее чем за час до прибытия американского министра в военный лагерь, расположенные у линии разделения. Ракеты были выпущены в сторону северных вод Желтого моря. Сеул расценил действия Пхеньяна как прямую провокацию. Наши военные внимательно следят за ситуацией и готовы к решительному ответу на любую угрозу, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Накануне недавнего визита Дональда Трампа в Южную Корею КНДР провел запуск нескольких баллистических ракет малой дальности. Германия говорит беженцам на выход. Политический поворот, который еще недавно казался немыслимым. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что страна больше не будет предоставлять убежище гражданам Сирии. Более того, власти намерены продолжить депортации сирийцев с судимостями. С одной стороны, те, кто не имеет права на постоянное пребывание, должны покинуть Германию. С другой стороны, тех, кого мы хотим, кто нужен нашей экономике, мы будем привлекать в Германию и интегрировать. Главное, мы хотим максимально рано разделять процессы. Отдельно убежище, отдельно интеграция в рынок труда. Мерц сообщил журналистам, что пригласил нового лидера страны Ахмеда аш-Шараа в Германию для переговоров о конкретных шагах по возвращению мигрантов и согласованию совместных решений. Для Германии это разворот на 180 градусов. Всего 10 лет назад канцлер Ангела Меркель открывала границы, впуская почти 1 миллион мигрантов, в том числе сотни тысяч сирийцев, спасавшихся от войны. По словам Мерца, гражданская война в Сирии завершилась, а значит, поводов для убежища больше нет. Фактически Германия объявляет, эпоха открытых дверей закончилась, и для десятков тысяч сирийцев, проживших здесь годами, этот сигнал может стать началом пути в обратную сторону. Накануне один из коллег по партии Мерца, ХДС, призвал лишить особого статуса беженцев и из Украины и ужесточить выдачу им пособий. Вашингтон готовит удар по врагам Америки. Администрация Дональда Трампа, по данным NBC News, уже начала проработку военной операции. Речь идет не о Венесуэле, а о другой стране, которая находится прямо под боком у США. Это Мексика. Цель удара – местные наркокартели. Собеседники NBC уверяют, план предусматривает ввод американских военных в Мексику для точечных ударов по лабораториям и лидерам наркокартелей. Финальная отмашка еще не дана. Детали миссии шлифуются, но подготовка идет. До сих пор Пентагон бил по кораблям, идущим с грузами из Венесуэлы. Теперь на горизонте удары по объектам в самой Мексике. По данным NBC, Белый дом делает большую ставку на беспилотники. При этом источники подчеркивают, в Мексике, в отличие от Венесуэлы, ни о какой смене правительства речи не идет. Но тут можно задать риторический вопрос, насколько власти страны контролируют ситуацию, если в нарковойнах за последние 20 лет, по некоторым оценкам, погибло до 300 тысяч мексиканцев. Брюссель хвалит Киев, но ставит четкие условия. Украина действительно впечатляет своей верностью европейскому курсу, пишет Reuters, со ссылкой на проект отчета Еврокомиссии. Но медовый месяц заканчивается. Чтобы попасть в ЕС, придется ускориться в главном – борьбе с коррупцией и укреплении верховенства права. Европейцы прямо говорят о негативных тенденциях и требуют их переломить. Контекст простой. Даже во время войны Киев показал прогресс. Реформы начались, евроинтеграция работает, но чувствительные сферы, вроде независимости судов и защитных механизмов против организованной преступности, буксуют. Летний скандал, когда власти пытались расширить полномочия Генпрокуратуры над НАБУ и САП, не прошел незамеченным. Тогда общество вышло на редкие в военное время протесты. Скандальный закон отменили, но сомнения у европейских партнеров появились, а их теперь нужно развеять конкретными действиями. Цель Киева звучит амбициозно – завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Еврокомиссия поддержит, но предупреждает, темпы реформ надо резко наращивать. В проекте также предлагается усилить защиту демократических стандартов для всех будущих членов ЕС. Брюссель больше не хочет повторения сценариев Венгрии и Польши, где после вступления
удивление, пошел откат в области независимости судов. Страна кипит, а власть скрипит под давлением улицы. Президент объявил о досрочных парламентских выборах из уважения к требованиям протестующих. Речь о Сербии и Александре Вучиче. Текущий парламент должен работать до декабря 2027 года, но протесты вынудили президента пойти на уступки. Правда, точная дата голосования пока не названа. Вучич туманно заявил, что это решат компетентные органы и что народ сам выберет курс. Однако источник Financial Times из окружения президента прямо говорит, раньше конца следующего года выборы не проведут. Протестующие требуют быстрее и уже готовят свой список кандидатов. Причина взрыва общественного гнева – трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде год назад, где из-за обрушения навеса погибло 16 человек. Люди уверены, к этому привели коррупция, кумовство и безнаказанность власти. В минувшие выходные в городе на улицу вышли десятки тысяч человек. Столица Украины взбудоражена слухами о маньяке, нападающем на женщин. История, которая разлетелась по соцсетям о некоем человеке, который якобы ночью бьет женщин молотком по голове в районе Оболони. Автор поста пишет об 11 пострадавших, якобы госпитализированных. В полиции отреагировали. Никаких заявлений о таких нападениях нет. Правоохранители уже связались с автором публикации и требуют деталей. И параллельно просят горожан не поддаваться панике и не разгонять неподтвержденные страшилки. А если есть конкретная информация, звонить по известному телефону. Военное ведомство Лукашенко решило продемонстрировать свою боеготовность и, возможно, заставить содрогнуться страны НАТО. В Вооруженных силах Республики Беларусь провели оперативный сбор командного состава. Открыл его лично министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. В мероприятии приняли участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица. Как видим, все эти бравые офицеры очень подтянуты. Как сообщает Минобороны, участники на учебных точках знакомятся с порядком обучения войск выполнению задач при подготовке и в ходе ведения боевых действий. И тут ключевое слово «знакомятся», так как вряд ли в такой физической форме они готовы к участию. Для таких офицеров и окопы нужны пошире, а чтобы вытянуть такого с поля боя, придется задействовать половину взвода. Как вам этот Хэллоуин от Хренина? Удалось ли бравым офицерам Лукашенко напугать натовскую военщину? Что думаете? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.